Если говорить вот фактически, как Россия, как ядерное государство, может проиграть эту войну? Это, ну я не знаю, скажем, вот если предположить, это определенное количество генералов, которые скажут, мы держим там это ядерное оружие под контролем, грубо говоря, и тогда эта масштабная операция должна быть, или как это все же может осуществиться, вот чтобы Россия проиграла? Ну, знаете, у меня есть свое видение, как и каким образом это должно произойти. Я думаю, что это только вот те события, которые разворачивались в Белгородской области, и те силы, которые сегодня находятся на территории Украины и представляются как русский легион, как русский добровольческий корпус, как Сибирь, как другие подразделения, которые находятся на территории Украины. Вот наша армия, которая возрождается в Украине, Ичкерия, Чеченской республике Ичкерия, Министерство обороны находится там. Вот эти силы должны способствовать тому, чтобы перенести боевые и военные действия на территорию России, на территорию противника. И только в том случае, если это будет сделано, и только в том случае, если развернется масштабная войсковая операция на самой территории России, и вот само население, которое сегодня Путин и существующая система используют в качестве пушечного мяса, должны будут поддержать вот это национально-освободительное движение самой России. И в этом случае вся эта ядерная макулатура, которая имеется в России, она не будет иметь никакого значения, потому что во внутренних конфликтах, в гражданской войне и во внутренних конфликтах при применении ядерного оружия это нонсенс, никто на это не пойдет. Если даже пойдут, это будет, хотя в России уже давно существует вот такое понимание, да, как только в России или в Кремле кому-то что-то не нравится, и они в отместку начинают бомбить Воронеж. Это еще 10-12 лет существует такие высказывания, скажем так. Поэтому удивляться этому не надо, но 99% гарантии, что в этом случае ядерное оружие не будет использовано Россией. И поэтому говорить о поражении России можно только в том случае, когда эти процессы перекинутся на саму Россию. И вот там начнутся процессы, которые в последующем будут способствовать переустройству России, трансформации этого российского государственного образования, отказ от имперской политики. И это может положить конец и дать гарантии стратегической стабильности во всем мире. И поэтому весь мир должен быть заинтересован именно в таком исходе войны. Если говорить о том, что на России очень активно работает пропаганда, люди там достаточно зомбированы нынешней войной и необходимостью принимать участие в этой войне, по-вашему, все-таки тот сценарий, который вы назвали, в случае, если россияне все же поддержат добровольческие батальоны, может ли этот сценарий действительно таким быть переломным моментом, который поможет этой системе под названием Российская Федерация просто посыпаться? Только это, на мой взгляд, зная российскую действительность все эти годы и исходя из исторических фактов, как это государство формировалось и как оно создавалось, есть только один момент – разрушить эту страну изнутри. А изнутри ее можно разрушить только перенося военные действия. Дело в том, что если даже 20 лет еще будет продолжаться война в Украине, именно на территории Украины. Вот это население, которое Путин постоянно будет подыгрывать или подбрасывать им какие-то новые стратегические победы в виде Авдеевки и других каких-то населенных пунктов, и будет их успокаивать тем, что вот-вот они окончательно победят украинцев, и они заживут счастливо. Они будут это терпеть. Но если только военные действия перекинутся на саму территорию России и российских
российские регионы. В этом случае придет осознание того, что Путин уничтожает их уже изнутри. И вот это может положить конец и войне, и переустройству России, и отказ от имперской политики и идеологии. И вот эти зомбоящики, которые сегодня способствуют продолжению войны, они перестанут существовать и иметь какую-то роль для влиять каким-то образом на остальное население. Тем более, что эта страна состоит в основном из колонизированных народов, которых сегодня Путин отправляет в Россию, вернее, в Украину на войну в качестве пушечного мяса. И настроение в этих регионах, и в этих областях, и в национальных образованиях каждый день работают не на Кремль, а против Кремля. И я абсолютно в этом уверен.